Электрические зубные щетки бывают двух типов, у которых головка со щетиной крутится и вибрирует, то есть ротационно-вибрационные, а бывают так называемые звуковые, которые дрожат с высокой частотой. Чистит и те хорошо, но лично мне как-то приглянулись крутящиеся. Забавная ситуация с выбором. Вроде бы и есть из чего выбирать, а присмотришься, вроде бы и нет. Начнем с производителя. На нашем рынке представлены 4 основных игрока. Это совместные продукты Braun Oral-B, потом Philips, Panasonic и японский Amron. Philips мне в принципе не нравится, Panasonic самый дорогой и при этом чистит хуже всего, а к Amron тяжело найти комплектующие. Так что как-то сам собой выбрался Braun Oral-B, тем более по результатам тестов они обеспечивают лучшее качество чистки. Особо хвалят две модели – Professional Care 500 и Triumph 5000, причем хвалят не первый год. Обе чистят очень хорошо, но Triumph выделяется наличием большего количества свистелок и переделок и стоит в 2-3 раза дороже. Сначала я хотел купить более дешевую 500-ю модель, благо что сайт говорил о практически одинаковых параметрах 500 и 5000, и уж собрался было заказывать, когда случайно обнаружил расхождение. Если вчитаться в полные характеристики, то можно заметить, что 500-я модель на самом деле дрожит не с частотой 40 тысяч Гц, как это заявлено на слайде, а с частотой 20 тысяч Гц. Так что как-то сам собой выбор пал на Triumph 5000. Он самый мощный, и несмотря на то, что в принципе вы можете использовать любые насадки Oral-B с любой моделью щетки Oral-B, насадки, разработанные для модели Triumph, в полную силу работают только на ней. Еще один немаловажный момент. На многих щетках жидкокристаллический экранчик находится на самой щетке, а в 5000-й вынесен в отдельный модуль. Мне такой вариант больше по душе, потому что как ты щетку не герметизируй, а риск залить встроенный экран все равно есть. Кстати, о герметизации. Я и для внешнего модуля встречал негативные отзывы, что, мол, от влажности в ванной на нем начинают отказывать сегменты. Поэтому было решено выбрать щетку самой последней модификации этого года, в которой, скорее всего, эти проблемы решены. Негативный отзыв был о модели D32, поэтому я взял следующую, D34. Кстати, уточняйте при покупке. Triumph 5000 версии D32 значительно дешевле D34, однако не все продавцы указывают модификацию. Итак, решение принято, щетка куплена. Комплектация приятно удивляет. Во-первых, в комплекте аж 7 разных насадок. Это хорошо по двум причинам. Во-первых, у вас есть шанс попробовать все и выбрать, какие вы будете покупать потом. А во-вторых, стоимость такого набора отдельно от щетки где-то 1000-1500 рублей. Так что смело можете вычитать эту сумму из стоимости вашей щетки. После чего она покажется не такой уж и дорогой на фоне других моделей попроще и подешевле. Второй яркий момент – это, собственно, внешний дисплей, Smart Guide, как они его называют. Он подставляется в дисплейной упаковке, и на прилавке видно включенный в демо-режиме экран. При этом расходуются батарейки, поэтому производитель положил в коробку еще один комплект батареек. Одно слово – немецкое качество и педантичность. Щетка, кстати, сделана в Германии. Понятно, что вряд ли голубоглазыми арийцами, а скорее всякими понаехавшими турками, но все равно это плюс. Дисплей можно прикрепить к стене с помощью специальной пластины, которую вы прилепляете к плитке на двусторонний скотч. При этом дисплей можно вытащить из пластины для замены батареек или настройки времени. Дисплей получает информацию от щетки без проводов, и помимо времени он показывает текущий режим и предупреждает, когда вы слишком сильно давите щеткой на зубы. Помимо этого на дисплее есть важный показатель – круг, разделенный на 4 части. Условно разделите все ваши зубы на 4 стороны – сверху слева, сверху справа, снизу справа и снизу слева. Каждая часть круга – это время, которое нужно затратить на чистку каждой из этих 4 сторон. В стандартном режиме на чистку одной зоны выделено 30 секунд, а общее время чистки составляет 2 минуты. Именно такую продолжительность чистки рекомендуют стоматологи.
Поверьте, 2 минуты – это оказывается так долго. Держу пари, что обычной щеткой вы столько не чистите. Ради интереса, когда в следующий раз пойдете в ванну чистить зубы, возьмите с собой секундомер. Во время чистки пялиться в дисплей совсем не обязательно. Через каждые 30 секунд щетка на мгновение перестает вращаться, давая вам понять, что пора чистить другую зону. Вот такой наглядный и веселый способ научиться правильно чистить зубы всем, и детям, и взрослым. Помимо этого в комплекте инструкция и DVD-диск с ознакомительными материалами, транспортировочный футляр для поездок, подставка для насадок, куда вставляется зарядный стакан. Стаканом можно пользоваться и без подставки. О нем тоже стоит сказать пару слов. Во-первых, он не имеет привычного блока питания, вилка обычная и очень компактная. Вся начинка скрыта в небольшой подставке, куда вы ставите щетку. Никаких открытых контактов нет, зарядка происходит беспроводным способом, благодаря чему щетку можно мыть под струей воды, а подставку протирать мокрой тряпкой. Ничего диковинного в бесконтактном заряде нет, свойства индукционных катушек известны и используются не первую сотню лет. Просто для зарядки бытовых устройств они стали использоваться относительно недавно. Причиной во многом является низкая эффективность такой передачи энергии. В частности, на полную зарядку щетки уйдет почти целый день. С другой стороны, данная модель рекордсмен по времени автономной работы. Так что вам, в общем-то, и не нужно держать зарядку в ванной, особенно если там и так мало места и нет подходящей розетки. Можно смело заряжать щетку раз в неделю, расположив ее там, где это удобно вам. Теперь, наверное, самый главный вопрос. Как же она чистит зубы? Чистит она их потрясающе. Вручную так очистить просто невозможно. И самое главное, отличный результат не требует каких-либо усилий. Знай, води по зубам, да и все. Остальное щетка сделает сама. Пасты, кстати, нужно совсем немного, раза в 2 меньше, чем для ручной чистки, что может вылиться в существенную экономию, если вы пользуетесь дорогими марками. Только включайте щетку уже после того, как засунете ее в рот, а то разбрызгаете нанесенную пасту по всей ванне, что экономии явно не способствует. Выбор режимов, кстати, выполнен не очень удобно. Щетка всегда включается в первом режиме, не запоминая последний. Поэтому режимы приходится переключать уже во рту. Чтобы опять-таки не расплескать пасту. И последний момент, на который я хотел бы обратить внимание, это десна. Дело в том, что они у меня чувствительные, и я с раннего детства мучаюсь их кровоточивостью. Когда чистишь зубы, постоянно сплевываешь красную от крови пасту. Ну просто невозможно не задеть десна обычной щеткой. С электрической же нет никаких проблем точно провести щеткой только по зубам, так чтобы щетина не задевала и не травмировала десна. Так что я наконец-то избавился от кровоточивости и болезненных ощущений, от которых не помогали ни дорогие пасты, ни полоскания, ни отвары. И в целом улучшилось самочувствие и в конечном счете качество жизни, чему я несказанно рад. Так что эта покупка реально сделала мою жизнь чуть более радостной и комфортной. Так что рекомендую задуматься о покупке подходящей электрической зубной щетки, если вы все еще пользуетесь обычной.